Ребят, наконец-то случилась встреча, которую я планировал где-то полгода и хотел взять интервью Стаса Давыдова. Был, короче, фестиваль и как он назывался? Игромир, наверное. Да, Игромир, точно. Да. Я как раз со Стасом встретился и говорю: слушай, Стас, давай я тебя, может, на гитаре тоже поучу. Ты будешь второй блогер топовый, кого я обучал. Первый был Никита Козырев, ссылка в описании, все увидите. Но перед тем, как я его научу, так немного, хотя он мне сказал, что ты занимался на гитаре. Ну, я дома дергал, струны дергал, в смысле, гитару трогал. А вот по нотам что-нибудь пробовал, я имею в виду, там, разобрать? Слушай, с каким-нибудь сольфеджио я, естественно, вообще никогда не знакомился или что-то такое. Аккорды какие-то там, да, выучил. Я брал какой-то там, знаешь, самоучитель, какой-то первый попавшийся, что-то по нему делал, Но сколько самая вот максималка у тебя была по обучению гитары? Максималка в смысле? Ну, я имею в виду по времени. Не-не-не, именно по времени. Наверное, неделю, день. Не, больше. Я точно больше, но просто редко. Наверное, несколько недель, вот, типа, максимальное, что мне хватало усидчивости подергать, что-то я там научивался нащупывать, и все. Окей. Ребят, но я пришел как бы не то, что сейчас здесь грузить человека гитары, мне бы хотелось парочку вопросов задать именно по поводу блога Стаса, потому что я помню, в 2011 году я первый раз тебя увидел. Вот. Это было очень давно, я был еще совсем молодым, ну и сейчас, в принципе, не старый, вот. Поэтому мне бы хотелось вот задать, вообще, можешь рассказать вот историю создания и вообще вот как идея тебе пришла и вот как потом дальше все это развивалось? Да, смотри, из истории создания, в общем-то, будет ответ про идеи. Был чувак такой, один, Виталик Голованов. Он подумал, что вот как бы прикольно бы что-то делать, в принципе. Вот. Он смотрел на тот момент ютубчики западные и увидел, что вот есть ребята, которые снимают на ютубе всякие влоги, передачи, и ощущение, что это основное, чем они занимаются. Не похоже, что у них остается время на работу, учитывая, как они часто их выпускают. Вот, он написал своему другану Сержу Федоренко, они согласились, что это прикольно, они оба смотрели ютубчики и, да, были в курсе каналов этих. А потом они написали мне, мы втроем собрались, на уровне, надо будет что-то делать, да, и через 2 дня мы уже снимали для канала This is хорошо, вот, в общем-то, просто позаимствовав идею у Рэя Уильяма Джонсона с обзорами видосов. Это можно было сказать даже, не прям самое зарождение конкретно, блогинга в русскоязычном пространстве, а именно YouTube вот тогда начал, появляться в зоне внимания у людей. Потому что до этого, были уже чуваки, которые снимали видео, тот же Мэдисон, там, допустим, он на Рутубе там еще что-то делал, там, Пучков, кстати, Гоблин тоже в тот момент снимал видосы. Игромания что-то начинала делать. То есть, какие-то были попытки у кого-то уже, но вот на Ютубе реально это 10-й год где-то, когда начало как-то возникать каналы уже, которые, были каналами уже. Окей, а вот какой самый первый ролик у вас стрельнул и на сколько просмотров? И какие были вообще ощущения, когда он прям стрельнул и поймали и творили? Я что-то, честно говоря, не очень помню, какой конкретно, но я точно помню, что самый первый, который мы, в принципе, выложили, он зашел намного лучше, чем мы ожидали, там, знаешь, на тот момент это, наверное, какие-нибудь там 10 тысяч просмотров было, это безумное количество. Это, во-первых, не тот YouTube был. Совершенно. Это да, а вот там цифры другие тоже были, да и канал, только стартанувшийся. Я помню, что суммарный 1 миллион просмотров, на канале, в принципе, у нас набрался что-то там к началу 2011 года. То есть, как бы недалеко. Да, достаточно недалеко, и вот тогда мы нехило так охренели с того, что такое количество просмотров бывает. Но появился, я имею в виду, такое вштыривание, как мотивация, что, надо еще прям больше, можно больше просмотров. Спасибо. Вот. Понятное дело, это все. Мы тогда вообще не очень понимали, знаешь, что происходит. Это были видео на Ютубе. Это ни для кого не было понятно, что это за фигня вообще. То есть, да, это было прикольно, интересно и необычно, но мы не совсем понимали, что с этим делать, как это, во что оно дальше выльется и так далее. Но что ты можешь сказать, получилось то, что ты задумал?
Я имею в виду вот сейчас. К этим Хрен годам. знает. Не зря ты прошел такой путь. Не зря. Все было безумно вообще интересно и продолжает быть интересным. Сейчас до сих пор все еще сильно меняется и по-новому происходит. Это интересный такой культурный пласт появился новый, эти блогеровые, которые тоже влияют немало на поколение. И, достаточно прикольно. Вот. И дело в том, что на тот момент мы никаких конкретных целей не ставили, но, скажем так, начать с помощью этого существовать и там зарабатывать, это получилось. Вот это наша основная деятельность сейчас. Круто. Вот я недавно слышал такую тему, в кулуарах была нашей такой мелкой блогерской пространственности, вот, что сказали, что здесь хорошо заканчивается этот проект. Да, мы обзоры видосов больше не хотим делать. То есть куда канал как бы он все? На канале мы сейчас выходим, у нас выходят другого формата видосы со мной тоже. Мы стримим там тоже периодически, и пока что занимаемся такими. У нас есть огромное количество организационных проблем, которые нужно сейчас решить. Например, студию новую сделать. Вот. Найти помещение по ней, и тогда уже сделать в этом помещении студию. Так что нам достаточно много всего нужно фигачить. Вот. Когда решим эти внутренние проблемы, тогда мы уже дальше по контенту будем думать. Пока что у нас, такие какое-то минимальное количество контента, которое мы можем выпускать, мы его делаем. Окей. Слушай, вот смотри, вот у вас проект сейчас закончился, вы как бы вот будете сейчас организационными вещами заниматься, а вот ты бы хотел бы что-нибудь свое бы запустить, или уже у тебя существует как бы очень? Именно вот вдали от ребят, как бы вот чисто индивидуально. У меня есть свой канал, на котором я выпускаю одно видео в 3 месяца, и там я выпускаю то, что мне хочется. Сейчас у меня на отснятом материала, мне кажется, на 4 видео, которые я не могу просто домонтировать. Времени нет. Я, например, мне сейчас сложновато монтировать видео из-за того, что я нахожусь, например, не дома, а потом я в понедельник прилечу домой, мы за понедельник, вторник снимем выпуск, а в среду я улечу уже в Красноярск. И вернусь оттуда опять в понедельник, потом мы опять снимем видео. То есть у тебя получается такой улетаем. нон-стоп туда-сюда. Да. Вот из-за этого у меня нет времени на свой канал что-нибудь делать. Слушай, а вообще вот тебя устраивает вот так, что вот ни минуты покоя, как бы вот всегда приходится быть всегда в тонусе, как бы фоткаться, там улыбаться, общаться. Знаешь, это не так уже безумно сложно. Но поначалу, когда первый раз вот у тебя пошло, когда вот хайпанул, стрельнул, когда вот пошли вот эти все движухи, вот как выматывало, был ли ты против этого всего? Как-то нравилось это? Я, опять же, знаешь, скорее, наверное, так можно сказать, что не совсем понимал, что происходит. Просто когда, знаешь, когда на каких-нибудь мероприятиях там возникает толпа или что-нибудь такое, мне просто там всегда неудобно перед организаторами, что типа создаются проблемы. Вот. По большому счету, сейчас, это все интересно, прикольно, весело, но просто напрягает, что там, дома нельзя доделать те вещи, которые мне хотелось самому делать. Ладно, сейчас вот так. Окей. Потом что-нибудь по-другому будет происходить. То есть, не знаю, у меня нет какого-то такого, знаешь, что я регулярно там стихи залипаю. Это самое главное, когда бывает выгорание. Нет, прям такого там дикого какого-то выгорания. В плане контента, у нас выгорел, взяли перестали снимать. Все, хорошо. Теперь. То есть, по поездкам всем этим, я на лето, наверное, сейчас отменяю поездок, чтобы у меня хотя бы там какое-то время было свободное. Привет. Окей, вот смотри, у меня как бы есть ребята, которые тоже посматривают, так и мои блоги, мой не сравнится вообще даже и в помине, там, футбольный контент, музыкальный. Вот какую ты мотивационную, такую речь скажешь начинающим ребятам, которые тоже хотят запустить блоги, потому что сейчас уже все стали псевдоблогеры, типа, и так далее. Знаешь, с чего можно начать? Да, черт его знаешь, нужно начать с 2010 года, что самое эффективное. Машина времени нужна. Вот что самое эффективное, чтобы что-то начало получаться. Что мы не то, чтобы мы что-то хорошее или охренительное делали. Мы делали, посредственную, просто веселую передачку и все. Просто на тот момент у людей не было выбора, что смотреть, и приходилось это смотреть. Это было в новости, YouTube. И сейчас
имеет смысл осваивать новые платформы, которые появляются. Какими бы они ни были омерзительными, ТикТоки, Инстаграмы, даже еще туда еще возможно входить и так далее. На Ютубе сейчас, действительно сложнее войти. Сейчас на Ютубе это уже становится таким местом, которым управляют чуваки с продакшенами, которые большие проекты с бюджетами. Но это прикольно. Это, то есть, качество контента повышает, но туда зайти немножко сложнее. Но есть другие платформы, на которых еще нет правообладателей, например. ТикТоки там. Да, то есть, да, там много всякого дна происходит, но, но это свежая платформа, и за счет этого там есть энтузиазм людей, которые этим занимаются. Это прикольно. Ну да, особенно когда алгоритмов нет никаких в ТикТоке, там прям бах залетает на 90 тысяч просмотров, наш чувак себя верит. Главное держать потом, а так? Ну вот поняли, ребят, поэтому, в общем, пробуйте, осваивайте новые платформы. Ну, а я уже, мы идем к концу нашего всего этого такого спонтаннейшего выпуска. Вот, я бы хотел, что бы ты выбрал? Я бы тебя каким скиллам бы сейчас просто первым научил по гитаре? Или ты бы песню какую-нибудь свою любимую спел, а я бы тебе подыграл? Скилла. Ну давай скиллам, я хочу же быть скилловым челом. Окей, он сам напросился. Что? Ждем. Пить будешь? Так как Стас выбрал скилл гитарный, поэтому я решил его научить одному пассажу. Это упражнение, которое, кстати говоря, очень многие гитаристы разыгрываются перед концертами. Вот я, кстати, сегодня тоже буду выступать, попозже чуть-чуть. Вот, и оно всегда мне помогает. Это такое упражнение. Вот. То есть смотри, что нужно сделать? Тебе понадобится 2 пальца на правой руке. У меня есть. Да, вот, и 4 пальца на левой руке. Это уже близко к тому, что... Ладно, хорошо. Да, в общем, смотри, по стойке тебе нужно нога на ногу поставить. Поставь на нога на ногу. Ага. Так, возьми гитару. Во, все, прекрасно. Так. Теперь смотри, дай сюда руку. Так. Это тебе нужно стойку сделать такую. Вот. Где чего? Ну, Так. да. И вот смотри, на каждый звук тебе нужно брать, в общем, вот этот каждый палец. То есть там, пам, пам, пам. То есть у тебя идет вот так вот, я тебе просто... То есть раз, там, пам, пам. То есть каждый палец идет. Да-да-да. Ну, блин, да, начинается. Давай, пробуй. Ну, ты это попал в сложно. Вот попробуй. Вы видели это? Сложно. Ну, это сложно. Хорошо, теперь вторая. И это надо так пробегаться? Да. Отлично, с третьей. Так, реакция. Страшно вообще дальше будет-то. Отлично. И? Нет, стой. Ребят, это аплодисменты. У тебя получилось с первого раза. Вот я тебе... Но у меня это нельзя считать получилось. Ну слушай, я тебе могу так сказать, что вот у меня сколько было учеников, когда я показывал им вот эту штуку, они всегда что, зачем и как. Причем у тебя поочередность пальцев была, вот что. Каждый палец. Я иногда лишние пальцы начинал Ну, это понятно, потому что, с первого раза такое. Но я тебе могу сказать, ребят, пишите в комментариях, что Стас молодец, потому что у него с первого раза получился этот скилл. Нет, они напишут правду в комментариях, я знаю. Ну вот посмотри, я тебе как раз пришлю скрины, если что. Это испанская гитара, Мануэль Родригес. Мануэль Родригес и сыновья. Да. Ты испанскую музыку любишь? Ну, не всю, скажем так. Давай я тебе сыграю что-нибудь испанское, а ты послушаешь. Давай, горячее? Да.
фанфарно звучат. В общем, вот так вот, ребят, спасибо всем, кто посмотрел, спасибо большое Стасу, что он выбрал время за эти полгода, я наконец-то его встретил, спросил несколько вопросов, ну и еще и сыграл. В общем, вот так. Как тебе понравилось вот чисто так вот, ну, со стороны вот что можешь сказать? Испанского. Это же жизнерадостно, знаешь, звучит. В этом есть энергия. Ребят, человек оценил. Так что, спасибо тебе большое. Удачи тебе, на связи. Ну, вообще, классных тебе успехов. Ты реально классный, позитивный чувак. И причем нету ЧСВ. Это самое главное. Вот-вот.